Всем привет! Вы на канале 88 клубков, это канал по вязанию, меня зовут Настя. Сегодня я вяжу из пряжи Нуга, это полушерсть, 62% мериноса, производство пряжа Центр. Вязать я буду повязку для головы, это зимний аксессуар, из толстой пряжи смотрится очень эффектно и держит голову в тепле, несмотря на погоду. Я приготовила один моток для повязки, но естественно его будет много. Чтобы не оставалась пряжа, у меня заготовлено 2 мотка, я буду вязать еще снуд. Также мне потребуются спицы номер 10, игла с большим ушком, крючок, ножницы, булавка, чтобы снять спицы на булавку. Можно обойтись без нее, а снять на эту же самую ниточку. И маленькая иголка с большим ушком, металлическая, острая. Все необходимые ссылки на видео по вязанию с данной пряжи, а также ссылку на продавца с моим промокодом на скидку я оставлю под этим видео в инфобоксе. Приступим. Для удобства вязания я перемотала моток в клубок, чтобы он не распадался и не путался, а также приготовила отрез нити в метр. У меня есть контрастный цвет, чтобы вам было виднее и понятней, вы можете использовать эту же ниточку. Я приступаю к набору петель, создаю первую петлю на контрастной пряже. Создаю цепочку более чем из 10 воздушных петель, так как мне нужно набрать край с открытыми петлями в 10 петель. Здесь не вяжу туго, вяжу достаточно слабо и свободно. Итак, набирать петли я буду крючком в заднюю перемычку косы. Вот, обратите внимание, вставляю крючок в эту ниточку. И начинаю захватывать рабочую нить. С небольшим запасом оставляю тут край. И в каждую перемычку ввожу крючок, делаю достаточно свободно, не затягиваю. Набираю 10 петель. 8, 9 и 10. Готово. Вытаскиваю крючок. Вставляю спицы, буду вязать лицевыми петлями поворотными рядами для образования платочного полотна. Первую петлю я снимаю, последующую вяжу лицевыми за заднюю стенку в первом ряду. Последнюю буду вязать изнаночной для образования кромки. Вот последняя. Провязываю ее изнаночной, подтягиваю край начала, чтобы она была того же размера, как остальные петли. Переворачиваю, первую снимаю, буду вязать лицевыми за переднюю стенку из ряда в ряд, со второго ряда. За переднюю стенку провязываю все лицевые. И последняя изнаночная. Так вяжу туда-обратно, туда-обратно. Считать я буду для себя только изнаночные ряды, соответственно, это пары рядов будут. Вяжу 13-14 пар рядов до начала моего перекрута основного узора повязки. Готово. Обратите внимание, коса наборного ряда смотрит на меня. Я считаю только изнаночные ряды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Последний по моему лицу изнаночный. Рабочая нить с этой стороны. Теперь я вяжу 5 петель, половину от всего полотна. Первую снимаю. Вторая, третья, четвертая и пятая становятся кромочной, провязываю ее изнаночной. Остальные петли снимаю на булавку, на спицу или на эту же самую нить.
и оставляю пока в стороне. Переворачиваю, продолжаю вязать лицевыми туда-обратно, туда-обратно. Мне нужно теперь, примерно 9 пар рядов. То есть вот этот первый я не считаю. Вот он первый, всего таких 9. Итак, не считая этого общего изнаночного ряда, по лицу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 пар рядов. Оставляю теперь в стороне эту часть, отрезаю с небольшим запасом нить, кончик потом спрячем. Меняю местами булавку и спицу. И буду вязать, продолжая ряд с этой стороны. Первую снимаю, лицевые, кромочные, изнаночные. Туда-обратно, точно так же 9 пар рядов. Готово. Рабочая нить у меня с этой стороны. Последний ряд и здесь был изнаночный. Теперь я делаю перехлест. Правую под низ, левую сверху. И сейчас буду продолжать вязать по 10 петель в ряду. Снимаю булавку, возвращаю на спицы эти петли. И продолжаю вязать ряд за рядом. Последняя здесь лицевая. С этой стороны у меня отрез нити. Я сбрасываю петлю и вытаскиваю нить. Оставляю ее на изнанке, одеваю петлю обратно и провязываю ее лицевой. И продолжаю так до последней, последняя изнаночная, кромочная. Переворачиваю и аналогично как здесь вяжу 13 пар рядов. Обращаю внимание, считаю все время я по лицу. Итак, я провязала 13 рядов здесь до перехлеста и 13 рядов здесь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Повторюсь, ряды я считаю парами. Итак, рабочая нить у меня с этой стороны. Начало у меня было с изнаночного ряда, если смотреть с этой стороны. Поэтому закончить я должна лицевым, чтобы красиво их соединить. Я провязываю сейчас лицевой ряд последний. Отрезаю нить с запасом на сшивание. Мне потребуется около метра. Я вставляю край нити в иглу с большим ушком для сшивания пряжи. Это лицо моего изделия. Сейчас мне нужно будет распустить этот край и вставить сюда спицу. Просто распускаю косу, которую вязала крючком, и удаляю нить. Вставляю спицу, чтобы они смотрели в одну сторону. Готово. Обратите внимание, это петли начала вязания, это петли конца. С этой стороны мне нужно проложить лицевой ряд, с этой изнаночной, чтобы чередование рядов продолжалось и шва было не видно. Также с этой стороны у меня 9 петель, с этой 10. Поэтому первую петлю, в которую заправлена рабочая нить,
я сбрасываю и вытаскиваю через нее рабочую нить. Вот она. Вставляю в иглу. Готово. Теперь я буду поочередно подхватывать на иглу петли, чередуя по парам с одной и с другой стороны. Здесь я ввожу иглу, чтобы образовать лицевой ряд с лица на изнанку, а в следующую петлю с изнанки на лицо. Протягиваю. Теперь с этой стороны я ввожу с изнанки на лицо и с лица на изнанку. Можно снимать петли, смотреть, где у них лицо, где изнанка, чтобы не сбиться. Итак, возвращаюсь обратно. Тут уже задействованная петля с лица на изнанку и с изнанки на лицо в новую петлю. Теперь на другую сторону, задействованную уже последнюю, с изнанки на лицо, следующую с лица на изнанку. И в том же темпе, с тем же натяжением нити, что и вязали все полотно. Итак, с лица на изнанку, с изнанки на лицо. Здесь наоборот. И с лица на изнанку. Так до конца ряда. Итак, я подхожу уже к концу. По нижнему ряду сейчас иду, ввожу иглу с лица на изнанку. Здесь последняя, даже она не совсем петля, с изнанки на лицо. И то же самое делаю по противоположной стороне, только с изнанки на лицо, с лица на изнанку. И можно еще закрепить между собой две крайние петли. Еще раз возвращаюсь в крайнюю петлю по другой стороне. Все, завершили сшивание. Мягкий трикотажный шов, который имитирует рисунок всего полотна. И сейчас нам нужно будет спрятать кончики. Я выворачиваю свое изделие. У меня два кончика начала-конца и два кончика вот здесь, когда я вязала перекрест. Здесь я подхватываю нить шнура и распускаю ее до основания. Готово. Вставляю нить в иглу металлическую с большим ушком. Обратите внимание, шнур, который распустила, четырехпетельный. 1, 2, 3, 4 петли. Из той петли, из которой выходит рабочая нить, я ввожу иглу с изнанки шнура как бы на лицо и подтягиваю эту петельку, чтобы она была одного размера с остальными. Теперь я буду поочередно вводить в полотно моей повязки иглу и снова возвращаться в петли шнура в первую и подхватывать новую. И снова в полотно повязки возвращаюсь. И снова с лица на изнанку, с изнанки на лицо. Все, 4 петельки шнура я подшила. Проверяю, все они подхвачены. Можно в полотно повязки создать маленький узелок и увести эту ниточку внутри шнура по всему вязанию, пропустить через полотно, отрезать под корень.
Готово. Все то же самое я делаю с другими отрезами нити, распускаю их до основания и подшиваю. Вот здесь момент, можно сшить ниточки между собой, только провести их немножко в сторону. Одну из нитей я просто подхватываю и увожу в соседнюю петельку. Все, сейчас я их сошью между собой. Создаю узелок и увожу край нити, прячу его в полотно внутрь шнура. Готова моя повязка. Выворачиваю изделие на лицо, одеваю бирочку. Повторяю, все необходимые ссылки и интересные вам материалы оставлю в инфобоксе. Подписывайтесь на мой канал. Кто будет вязать со мной снуд к этой повязке, переходите к следующему видео. Пока!